Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. События будущего. Что ждет? Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 июля. Давайте узнаем, что же вас ждет. И, конечно, останемся реалистами. Но любой прогноз или расклад мы ведь не можем рассматривать как долженствующие события. Реалистам оставаться нужно. И тем не менее, когда мы смотрим расклады, каждый думает о чем-то своем. Поэтому, как альтернативный вариант, почему бы и нет, давайте рассмотрим. И я так думаю, какие-то подсказки вы получите, или мы с вами проведем приятное время. У нас сегодня две колоды. Первая, Таро Висконти. Редко пользуюсь ею, редко именно в общих раскладах. Хотя люблю эту колоду, она не такая иллюстрированная, но мне нравится, как она говорит. Давайте узнаем. Так что же ждет? Кто или что спешит в вашу жизнь вот в эти 10 дней? С чем это будет связано? Какие направления для вас будут важными? Что ждет? Кто или что спешит в вашу жизнь? И сразу раскроем эти события. Что случится? Что произойдет? Или в каких сферах вы будете принимать важные решения, мои дорогие весы? Как это может в реальной жизни откликнуться? Ну, как-то так интересно. Ну, оставим как есть. Значит, так нужно. Что случится или произойдет. Продолжим наш расклад, и поскольку планетарные транзиты могут как раз создать некоторую ситуацию дежавю, по крайней мере, вот эту первую декаду. И поэтому следующий вопрос. В чем вы поставили точку, а оказалась запятая? Может быть, вы думали, дело какое-то уже в шляпе решенный, решенная тема, решенный вопрос, а тем не менее еще что-то нужно доделать. И к чему это все идет? Следующая карта. Что будет меняться с первых дней июля? И посмотрим энергии по основным сферам жизни. И первое – это ваши достижения. Дела, работа, бизнес, документы, учеба. Энергия финансов, любовь и личная жизнь. Так что же вас ждет? Кто или что спешит в вашу жизнь? Шикарно. И планетарно это тоже где-то так. Ваше время наступает. Но тут самое главное и не прошляпить что-то, и не бездействовать, мои дорогие. Правда? Вот, наверное, вашу силу или вот это желание, да, сила желания. Ведь это волшебная сила на самом деле. Если мы так помечтали и забыли, ну так и ничего не меняется. Но 10 кубков – это правда. Это все вместе. Вот то, что, наверное, мы подразумеваем под словом благополучие, рассказывает десятка кубков. Это и теплый уютный дом, это и ваши достижения. Безусловно, это финансовая стабильность, это и надежные люди. Может быть, это вопросы семьи, у кого-то вопросы любви. Вы с чем-то можете здесь определяться, но и в принципе-то вот добрая энергия этого периода, даже если происходят какие-то перемены, или вы слышите какие-то новости, но счастье, радость спешит в вашу жизнь. Поэтому это не значит, что мы опять же бездействуем, но сейчас время добрых энергий для себя самих, сделать что-то так, чтобы быть счастливым, мои дорогие, не потерять эту возможность. Ведь очень часто возможности к нам приходят, и вроде бы они уже входят в нашу жизнь, мы даже где-то можем чувствовать, что, ну да, что-то меняется. Но если мы не откликаемся на эти энергии, продолжаем ждать, постояли эти возможности, словно потоптались у порога и пошли назад. Вот не упустите это доброе время. Тут и человек какой-то может спешить. А если я говорила, что мы можем бездействовать, девятка мечей вот как раз о бездействии. Это карта части искаженного восприятия. Это наши сомнения, это наши страхи. Помните, что страх искажает реальность. Здесь действительно, может быть, начать что-то как заново. Или попробовать, да, разобраться в каком-то вопросе, в какой-то запутанной ситуации. И не ждать, когда противоположная сторона определится. Нет, тут вам нужно действовать самим. Даже если мы получаем «нет» или какой-то отказ, это ведь тоже ответ. Это тоже сильная позиция. Значит, мы наверняка знаем, что на это мы больше не надеемся. Или в эту сторону мы больше не пойдем. Значит, какой-то должен быть другой вариант.
сделать свою собственную жизнь более понятной, определенной. Сейчас время, когда нужно больше знать, чтобы меньше бояться. Вот правда, нет преград, ведь преграды только могут существовать в вашей, я бы сказала, настроенности. Или когда мы по девятке мечей, если вы вспомните классическую колоду, то чаще всего девушка изображена, ну или человек, который либо глаза завязаны, либо глаза закрыты, или голову, как обхватил человек руками. Но, опять же, не видит, что вокруг происходит, что мир меняется, жизнь меняется, нужно идти в ногу со временем. Человек погружается вглубь самого себя. Это вот то, что олицетворяет глубокую философию на мелком месте. Вот этому сейчас не время. Как будто вы делаете выбор, обратите внимание. Либо десятка кубков, либо девятка мечей. Что спешит в вашу жизнь? Ну, ответ – это карта императрицы. И ответ очевиден. Императрица, опять же, это благополучие, как в квадрате. И это статусная карта у кого-то будет означать, мои дорогие девочки, если это откликается по вашему возрасту, по вашим желаниям, намерениям и целям. Я жду ребенка. Может быть такое. Может быть и поворотный момент в ваших взаимоотношениях. И здесь, конечно, у каждого свой этот поворотный момент. Ну, значит, мы не будем больше ждать того, кто не придет. Или, к примеру, того, кто кормит нас завтраками. Тот, который не сказал «да» и не сказал «нет». А вот где-то между, да, как истина где-то рядом. Значит, мы эту истину, которая где-то рядом, должны выяснить сами. Вам будет как задача, мои дорогие. Энергии спешат в вашу жизнь и говорят: не теряй времени даром. Это как знаки судьбы, это правда. Знаки судьбы вам говорят о том, что не упусти какого-то благоприятного периода, чтобы быть счастливым, чтобы сделать, опять же, свою жизнь более стабильной, заниматься тем, что вам нравится. Может быть, это и вопросы вашего творчества. Среди вас очень много творческих людей. Пусть это первые шаги какие-то вы делаете. Или вы просто себе разрешите мечтать. Я не имею в виду какие-то эфемерные мечты. Было бы неплохо, это к делу не относится. А это какие-то конкретные шаги. Если мы хотим достичь определенного качества жизни, значит, нужно и траекторию уже продумывать. Возможно, составить себе какой-то тезис-план. И по аркану императрицы вообще-то мы надеемся сами на себя. И даже если кто-то меня смотрит и подумает, вот о чем она сейчас говорит, у меня тут одни проблемы. Вы знаете, я вам должна сказать, когда императрица выпадает, очень часто так и бывает, когда одни проблемы. И когда это выпадает карта, это значит, у вас сейчас достаточно сил это все переиграть, преодолеть, обустроить все равно свою жизнь как-то по-новому. Потому что когда в нашей жизни начинается путаница, это первое свидетельство о том, что мы шли не туда. Или в нашу жизнь пытается войти что-то чудесное, а мы этого не видим. Или мы привыкли к тому, ну, к тем событиям или к нашему какому-то шаблону, который был прежде. И Уран, который входит в знак зодиака Близнецы с 7 июля, ломает все стереотипы и все шаблоны. И ломка стереотипов у вас тоже может происходить. Здесь могут быть какие-то, как и новости, которые мы услышим, причем на таком более глобальном масштабе. Нам может прийти и заявление конкретного лица или какого-то человека. Может быть, это по работе связано, или это даже с личной жизнью. Но по аркану императрицы мы примеряем это на себя, а мы хотим это продолжать. А нам это нужно. А наша роль, наш статус в этом деле или в продолжении какого-то задания, темы, отношений. Вот вы с чем-то здесь должны определиться, причем не приблизительно или было бы неплохо, а вполне конкретно. Это карта ресурсного человека в первую очередь. И не случайно есть такое прописано в каждой колоде. Императрица плодовита. Плодовита имеется в виду буквально, да, и я сказала уже для девушек. Но это еще и ваши планы. Вот почему мечта это не есть, что само по себе что-то, а это как цель. Вот тут надо в цель вам что-то перевести. И для вас нет ничего невозможного. И даже если придется пройти искусство мелких шагов, какой-то путь,
Но так это все равно словно жизнь с чистого листа. Хотя я могу предположить, что для кого-то из вас именно тема дома, семьи, личных отношений, перевода отношений на другой уровень. Может быть, была дружба, а теперь вы всерьез подумаете сменить статус. Но точно так же я должна сказать, если отношения не идут никуда, и вы тоже можете задуматься, какие рамки меня теперь держат. Давайте узнаем, что случится или произойдет. Вот такие две яркие карты. Рыцарь чаш – это вдохновение. Это хорошее настроение, мои дорогие весы. А рядом, как бесконечный дождь, четверка чаш, наша девушка. Куда вот она смотрит? Да никуда, вот как будто, да, в пространство. Блуждающий взгляд, без четкого определения. А в это время чаша, как будто рядом с ней. Ей нужно просто посмотреть в другом направлении. Вот правда, вы можете сидеть и горевать, потому что что-то не произошло, не случилось, не срослось. А вам говорят, а тут уже новые энергии какие-то на подходе. Здесь есть все же какой-то положительный момент, который вам приносит радость. А мы словно этого не видим, не замечаем. И, наверное, как в тех словах или крылатая фраза. Когда одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Вот что-то подобное у вас может проигрываться, поэтому как и не ждать того, кто не придет, и здесь у каждого по-своему. Или пришло время знать больше, чтобы не терять времени даром, чтобы себя самого не обесточивать. Все же по рыцарю кубков это правда добрые энергии, добрые эмоции. Это и доброта к самому себе, безусловно, тоже. Наверное, оттолкнуться надо от того, чего просит ваша душа. Будьте милосердны к себе, мои дорогие весы. Не загоняйте себя в какую-то неопределенность. Пришло время с этой неопределенностью, я бы сказала, разобраться. Давайте узнаем, что же девятка мечей и что случится, что произойдет. Вот здесь все по справедливости. Да, иногда эту карту называют карта кармы. Если мы сделали что-то до этого времени хорошо, то пусть через помощь других людей или руками других людей нам пространство, Вселенная, высшие силы возвращают вот те добрые дела, которые мы проделали. И вы можете решить какой-то вопрос, правда. Возможность, главное, это увидеть. Но карта будет говорить еще и о том, если это, как мы говорим, карта страхов. Если вы чувствуете, что какая-то тема у вас не закрыта, этому тоже нужно уделить внимание, потому что это никуда не денется. Это будет постоянно, как какое-то дежавю, нас все время тянуть назад или ввергать нас вот в такую девятку мечей, в какие-то сомнения. Настало время с чем-то разобраться, причем по справедливости, мои дорогие. Это нельзя отложить на потом, потому что у вас на кону ваше благополучие. И здесь совершенно по-разному. У кого-то это будут вопросы, которые, возможно, связаны с жильем или даже с каким-то переездом, с местом вашего пребывания. Может быть, отчасти даже через отношения, да, и тут у каждого по-своему может быть. Или это какая-то другая тема, может быть, она касается работы, но тут тоже нужно определиться с чем-то. Или, к примеру, когда обязательства, мои дорогие, и тогда мы себя тоже чувствуем скованно, потому что мы не знаем, чего ожидать от конкретного человека. Но, повторюсь, мы не должны зависеть от решений людей. Настало время, когда вы должны играть первую скрипку. И поэтому, если есть вот эти сомнения, и одновременно это, к примеру, с человеком именно связаны, пусть это рабочая ситуация, у кого-то это ситуация в личной жизни, тогда критерий истины – это какой-то документ, может быть, с учетом сочетаний вот этих двух карт. Если человек вам транслирует, обещает что-то, пусть он пропишет на бумаге. И вы будете сразу видеть, если человек не готов переложить свои слова в какие-то гарантийные обязательства или закрепить это в документе по справедливости, по закону, ведь это карта закона, баланса, то тогда и время делать выводы, очень важные выводы. Значит, где-то это уже водят за нос или кормят обещаниями. Может быть и другой момент. Это вам нужно что-то оформить или переоформить, я такое тоже допускаю.
Это как перезаключение контрактов, может быть, соглашение, это касается работы, может быть, и брачных каких-то контрактов и обязательств. Ну, самая разная палитра. Я не исключаю, что у кого-то и вопросы, которые решаются в суде, и тут нужно больше знать, чтобы меньше бояться. Опять же, может быть, потребуется консультация специалиста. Имеется в виду юрист или, может быть, даже адвокат, если вы сами не сильны в юриспруденции, а нам нужно знать наверняка, то правда, это эти 10 дней как минимум. Расставить все по своим местам. Опять же, навести больше порядка. И, может быть, вам и придется, ну, где-то принимать Соломоново решение, потому что баланс, да, здесь я такое могу допустить. Или, наоборот, была какая-то конфронтация, свести ее к нулю. Это не значит, что мы с кем-то соглашаемся. Или теперь будем жить по чужой указке. Нет, мы будем по своей собственной жить. Но просто сделаем выводы и пойдем дальше. А с конкретной персоной мы будем сохранять нейтралитет. И на самом деле есть в нашей жизни те люди, которых мы не можем исключить. Они есть, они присутствуют. Коллеги, соседи или, может быть, и родственники какие-то. Поэтому разобраться, чего хотите вы. Тут для вас важно не согласиться, начиная с июля месяца, с первых дней июля месяца, мои дорогие весы, когда вы в ущерб себе соглашаетесь с чьей-то позицией и начинаете жить по чужой указке. И опять же, это не значит, что мы с кем-то спорим. Нет, вот тут ваша дипломатия должна быть вами самими исполнена по максимуму. Именно помочь она призвана вам самим, чтобы вы остались довольны. И даже если кто-то не согласен, вы короли этой дипломатии, поэтому как-то нужно изловчиться, чтобы вы были счастливы, мои дорогие. Но на самом деле так. У вас энергии таковы, что вы можете для себя больше плюсов, нежели минусов. И чтобы не было потом вот этого, знаете, как разочарованного послевкусия, что да, я вот вроде согласилась или согласился, но я-то от этого не буду счастливее. Вот этого быть не должно. Поэтому уделите внимание этому времени. Здесь ведь тоже, вот смотрите, предыдущая позиция. С одной стороны, рыцарь кубков. Даже если мы говорим новое знакомство, или пусть знакомые старые, а какие-то вам тут новые знаки внимания оказывают и так далее, да, и всегда ведь по этой карте хочется откликнуться. Так вот, откликнуться надо понимать, в каком формате. И рыцарь где-то кубков подсказывает нам, то, что тебе сейчас демонстрируют, это не значит, что это будет как-то безоблачно на последующий период. Или то, что это так будет всегда. Нет, все же держи глаза открытыми, чтобы потом не было разочарований. Поэтому где-то не очаровываемся, чтобы потом не разочаровываться. Ну вот есть вот этот баланс, справедливость. Проводите вот эту, как демаркационную линию между тем, что вам говорят, и что есть на самом деле. Или вот этот баланс, если это было сказано, то какой эквивалент это в нашей реальности присутствует. И если есть явный перекос, ну, значит, его нужно устранить, потому что это и способствует большему пониманию или для самого себя большей определенности, большей стабильности, опять же, больше порядка. Королева чаш, если мы говорим, что случится или произойдет, я все-таки вижу с учетом десятки кубков какую-то, возможно, счастливую историю по части личной жизни. И даже если у вас сейчас предыдущий союз, ну, вообще никакой, вам это изрядно надоело, значит, разобраться с этим тоже нужно. Мы должны быть счастливы в конечном итоге. И, может быть, это история с вашими родственниками. Вы можете тут со всеми договориться, но оттолкнуться нужно от того, чтобы вам было хорошо. И здесь это могут быть и жилищные какие-то условия. Нет ничего невозможного, если мы себе ставим конкретные планы. Если мы уже где-то рассматриваем конкретные шаги, что мы готовы предпринять. Не ждем, когда кто-то милосердие нам окажет и нам предложит что-то. Нет, мои дорогие. Все же карта любящего человека может говорить, что и вы где-то находитесь, ну вот как узник каких-то отношений. Я могу такое предположить, потому что есть девятка мечей. Вам словно жалко что-то терять или
самому не хочется открыть эти глаза и увидеть какую-то правду. Ведь иногда эта карта и говорит о затянувшемся ожидании, когда мы чего-то ждем. И ждем именно потому, что сильные чувства, если мы сказали, карта любящего человека. Потому что, ну, не можем мы отказаться от этих взаимоотношений. Может быть, и сила привычки, кстати, это тоже. Но тогда вы должны понимать четко, что это целиком и полностью вы отдаете на волю отчасти случая свою судьбу. Здесь все же не совсем, и я бы сказала, эмоции могут мешать. Вот в первую очередь, как и со знаком минус, так и со знаком плюс. Здесь и не нужно себя ввергать в пучину каких-то сомнений, но и розовые очки одевать тоже не время. А для кого-то из вас, у кого в парах все хорошо, мои дорогие, я могу сказать, что будет еще лучше. Какие-то важные темы вы будете, ну, может быть, строить планы с вашим партнером или как чувства, новые грани чувственности, когда больше знаков внимания. То есть тут немножко у каждого будет по-своему. Мы все разные, мои дорогие. И очень добрые энергии для всех. Даже для тех, для кого сейчас сплошные какие-то минусы. Направить в более счастливое русло вашу жизнь. В более такой, наверное, приятный фарватер, нежели какие-то воспоминания, разочарования. Но мы ведь должны словно от чего-то оттолкнуться. И это от чего-то оттолкнуться означает, когда мы говорим правду самим себе. Вот, наверное, с этого начинается. Ну, а для тех, кто в паре все хорошо, как я уже сказала, здесь новые планы на будущее. Здесь вообще что-то может быть такое интересное, которое захватит не только вас, но и вашего партнера. Давайте узнаем, какое же дежавю. Вот смотрите, 2 девятки. Я говорила, либо глаза закрыты, либо человек голову руками обхватил. Опять же сомнение, глубокая философия на мелком месте. Вот вы можете начать в чем-то сомневаться. Или кто-то из вас не решится сделать первый шаг. Может быть, этот первый шаг навстречу самим себе. А может быть, это какие-то отношения, когда пришло время сделать выводы. Не притянуть какое-то прошлое, или не думать, что дай-ка я еще раз попробую какую-то прошлую ситуацию, и вдруг там что-то расцветет. Наверное, этого не произойдет. Оставь прошлое в прошлом. И сомнения свои тоже оставь в прошлом. Но, может быть, даже если кто-то и пытается из прошлого войти в вашу жизнь, будьте реалистами, оттолкнитесь от справедливости и все то, что я сказала по этой карте. Но, тем не менее, к чему это все идет? Ну вот порядок все-таки нужно навести. И, кстати, энергетика, пусть у нас король Пентаклей, и у нас выпадает карта императрица. Где-то прелюдия карты императрицы, королева Пентаклей. Поэтому здесь, понимаете, как к чему все идет. Это вопросы материализма или вопросы справедливости, или то, что я сказала, было на словах, оно должно быть все равно переведено в какое-то реальное пространство или плоскость, или в документ, как я говорила. Это то, что есть на самом деле, к чему все идет. Это как какая-то правда, и опять же, порядок, король Пентаклей, он любит порядок. Это великий консерватор. Да, у него так это сложновато с вдохновением, но зато у него все в порядке со всеми остальными моментами, да, в том числе и с подушкой безопасности. И это тот человек, который надеется сам на себя. Это человек надежный, тот, который свое благополучие строит своими руками. Вот я могу сказать, в целом энергия этой карты, к чему все идет. Вот вам 2 раза нужно выйти вот из таких девяток, из такого искаженного восприятия, потому что в реальности у вас сейчас вы многое можете для себя самого или самой совершить. И у кого-то это будет ситуация по работе, пусть даже с первых шагов какого-то творчества или продолжения проекта, или какой-то реконструкции проекта вашего, я такое могу допустить. Но, значит, вы больше как на здравые какие-то рельсы ставите или на более реальные. У нас с Ураном сейчас меняется очень много направлений в нашей жизни. Эпоха цифровых технологий нас заставляет адаптироваться, в том числе и вот финансовые институты. Тут в плоскость интернета много что будет переведено. И, возможно, нам нужно что-то изучить или адаптироваться самим, опять же, к новым веяниям времени, истории,
того этапа, в котором мы проживаем, и остаться от начала до конца реалистом. Да, есть приятные эмоции, не без этого, но, видимо, вот эти эмоции вам каждую нужно переводить в реальную жизнь. То есть у себя спрашивать: хорошо, это все замечательно, а что по факту? А что в реальности? Как это бы сделал король Пентаклей. Давайте узнаем, что будет меняться с первых дней июля. Но все же выход какой-то из лабиринта, из путаницы мыслей он должен произойти. И даже если мы чего-то не хотим видеть или ни на что-то не можем решиться, эта карта говорит, все равно перемены будут. И будет тут только все равно один выход. Вы можете потерять время, если вы что-то поставите на паузу. Или будете ждать, что вот этот вывод или решение примет какой-то другой человек. Потом все равно на жизнь поставит перед каким-то уже свершившимся фактом, но маневра будет меньше. Поэтому как будто есть один только выход для вас, мои дорогие весы. И даже при том, что или принимать придется какое-то однозначное решение. Я тут вижу в той или иной области у каждого по-разному, но есть какая-то затянувшаяся история. И настало время все расставить по местам, по справедливости. И в последующем, это вот сегодня вы словно себе помогаете на какой-то последующий период, когда вы себе скажете спасибо, что хватило, может быть, сил определиться или сказать самому себе правду. И тогда этот лабиринт и путаница завершается. Энергия на сферу ваших достижений. Но, видимо, и подвешенное состояние ожиданий тоже должно закончиться. Надо сказать, что по этому аркану, это старший аркан, вокруг сейчас ничего не меняется. Вы можете чувствовать, что, ну да, вот то, что мы слышим, может быть, в новостях, или вы уже анализируете те какие-то новые ресурсы, которые уже присутствуют в сегодняшнем дне нашей жизни, что прогресс идет вперед. И неплохо бы мне тоже было как-то адаптироваться к этому периоду, но пока непонятно как. И поэтому вот, чтобы понять, как, вот это ноу-хау, аркан повешенный говорит, увидеть с другого ракурса. Но мы не должны застрять в этом, ведь это карта жертвы, жертвенности. И все то, что я вам долго говорила по первым картам, ну, наверное, даже по этому ряду, эта карта как квинтэссенция. Не должно быть вот этой самой жертвенности с вашей стороны. Оттолкнитесь от того, чего просит ваша душа. И это как Т-образный перекресток, мои дорогие весы. Мы словно шли куда-то, да, и вот мы застряли. Мы уткнулись в какую-то стену. И нам теперь либо направо, либо налево. Нет дороги прямо. Тут уже пошли какие-то варианты. И вот вы сейчас перед выбором. Возможно, и это по работе, по вашим достижениям, по адаптации вашего проекта или адаптации на работе, может быть, это касается смены руководства, там какого-то тоже порядка, приказов, графика или вообще какой-то релокации. Я такое тоже допускаю. И самого себя, ну, с одной стороны, не поставить на второе место, а чьи-то интересы на первое, но и выбрать это правильное направление. И мы не можем застрять, опять же, надолго, иначе этот выбор сделает кто-то другой. Или обстоятельства, раз мы мешкаем и задержались уже вот в этом нашем бесконечном переосмыслении, то тогда все равно перемены настанут, но у нас будет меньше ресурсов. Поэтому какой-то выход из тупика у вас должен состояться. Сфера финансов. Будьте жадины. Ну, наверное, в эти 10 дней не самое лучшее время давать деньги в долг. Давать, может быть, кому-то даже в благих целях. Помните, мои дорогие, это тот период, когда планета Хирон, это символ израненного целителя, пока у нас в Овне. И мы чувствуем себя вот именно теперь по максимуму, как будто мы во что-то вкладывались, а в результате бонусы отнюдь не в наших руках. И, может быть, вы строили, знаете, вот эти благородные какие-то планы или из чувств любви даже, да, взаимопомощи, вы кому-то помогали, но люди не откликнулись. Вот по Хирону мы проходим очень сложный путь, когда мы понимаем, что шли-то мы не туда, понадеялись не на тех. И даже если мы ставили какие-то благородные мотивы, ведь это не давало нам гарантии, что
помогая какому-то человеку, конкретной персоне, эта персона откликнется точно так же в наш адрес. Или что то дело, которое мы кому-то доверили, будет продолжено точно так же, с такими энергиями, благородства, допустим, да, или какой-то правды. Нет, нужно надеяться на самого себя. Вот к такому итогу мы и приходим, что если что-то важно для вас, живите именно своими проектами, своими мечтами, но не мечтами, как, опять же, какая-то экзальтация где-то там и непонятно где, а переводите в действие, пробуйте что-то и сохраняйте сами себя и собственные ресурсы. По крайней мере, эти 10 дней ни разу не протраты. Вы потом себе скажете спасибо. Личная жизнь. То есть тут все деньги должны быть буквально в ваших руках. Паш Пентакли. У кого-то может быть и новое знакомство, у кого-то, у людей семейных, от ваших детей какие-то весточки, может быть и дети взрослые, значит, тут тоже могут быть новости. Но я бы еще сказала, все же личная жизнь, не только про любовь, а это новые начинания. По пажу Пентакли это карта прилежного ученика, это мы учимся. И Пентакли, поэтому адаптироваться в новых каких-то финансовых условиях для вас от начала до конца и есть ваше где-то благополучие, подтверждает как и десятка кубков, так и карта императрица. Поэтому уделите внимание какой-то финансовой истории, как будто вот именно база, с чем вы на сегодняшний день остаетесь, да, или что у вас сейчас есть, вам от этого нужно как-то толкнуться, развить. Или Уран в Близнецах, Уран все дробит, если мы говорим, да, 7 числа. Подумать, во что вы будете инвестировать, вот инвестиции в самого себя, как будто жадина, никому деньги не дам, буду продолжать какой-то свой проект. Ну, это, конечно, условно. Или когда вы, допустим, если вы говорим о вложениях каких-то, или о сохранениях, депозитах даже, да, я такое могу предположить, и Уран, тогда... Может быть, не в одной какой-то валюте, не на одном кошельке, а когда, чтобы это было рассредоточено. То есть дробит Уран. Не возлагай все на один корабль. Древние китайцы говорили, иначе он обязательно утонет. Поэтому, мои дорогие весы, внимание к финансам от начала до конца. Ну и к вопросам личной жизни. Но это все то, что по Венере. Венера ведь это не только... красота, нежные чувства, любовь разная, как и эмпатия, так и чувственная, но это еще и вопросы финансов. Вот ваша планета управитель, и вам, кстати, дает сейчас возможность для себя сделать что-то очень доброе и хорошее. Для себя, мои дорогие, в очередной раз повторяюсь, не для кого-то там. Вспомните, о чем вы мечтали, чего вы хотели. Вспомните, может быть, даже для тех, кто находится, как мы говорим, в более зрелом возрасте, да. Вот о чем вы мечтали в молодости? Что из ваших мечт вот этих осуществилось? Дайте легкости себе, легкости полета. Скажите, что жизнь продолжается, и вы именно сейчас в том жизненном этапе, когда стоит начать жизнь с чистого листа, даже если сейчас у вас жизнь напоминает 1000 неопределенностей. Вам тогда, наоборот, Уран будет в помощь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. И я благодарю вас за то, что вы смотрите видео, за ваши комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.